привет! Меня зовут Аня, и с вами снова «Великий и могучий» – проект о русском языке с региональным акцентом. Давайте подумаем, как мы говорим. Чаще всего выражаем законченные мысли, оформляя их в предложения. Предложения состоят из слов разных частей речи. А можно ли разделить само слово? Конечно, можно. Причем состав слова – это важная система, которая напрямую влияет на появление новых слов. Чтобы понять, как это происходит, сначала разберемся, что такое морфема. Морфема – это минимальная значимая часть слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Морфема имеет и значение, и звучание. Морфему нельзя разделить на более мелкие значимые части слова. Из морфем строятся слова, которые в свою очередь являются строительным материалом для предложений. Из каких морфем состоит слово? Корень – единственная обязательная часть слова. Это общая часть родственных однокоренных слов, которая не изменяется. Корень еще называют главной морфемой слова. От значения корня зависит лексическое значение слова. В корне содержатся общие значения, которые имеют все однокоренные слова. Например, в слове «дом» выделяется корень «дом». Он несет в себе конкретное значение. Дом – это сооружение, предназначенное для жилья и имеющее стены, дверь и крышу. Это значение мы можем выделить и в ряду однокоренных слов: дом, домик, домашний, бездомный, одомашнить. Вокруг корня в слове располагаются все остальные части слова. Эти морфемы можно разделить на словообразующие и формообразующие. Как правило, у морфем в слове есть определенный порядок. Приставка находится перед корнем или другой приставкой и служит для образования новых слов. Приставка вносит разные смысловые оттенки в исходное лексическое значение слова или вовсе меняет его лексическое значение. Список приставок очень обширен. На экране вы можете увидеть лишь некоторые из них. Большинство приставок имеет исконно русское происхождение, однако есть и заимствованные приставки. При этом стоит различать приставки и предлоги. Приставки пишутся слитно, а предлоги раздельно. Также в отдельную группу выделяют приставки «пре» и «при». При произношении не всегда понятно, какая из приставок использована в слове. Это зависит от смысла слова, то есть от лексического значения. Примеры на экране. Как с помощью приставок образуются новые слова. Присоединяясь к основе слова, приставка придает слову новые оттенки значения. Например, заголовок, подзаголовок, дополнительный заголовок. Модный, ультрамодный, очень модный. Плыть, переплыть, преодолеть реку, оказаться на другом берегу. Суффикс – еще одна значимая часть слова, которая используется для образования новых слов и для образования форм слова. Обычно суффикс находится после корня. Присоединяясь к корню, словообразующий суффикс меняет изначальное значение слова. В слове может быть и один, и несколько суффиксов. В русском языке множество суффиксов. Словообразующие суффиксы могут придавать уменьшительно-ласкательный оттенок. Например, кот, котик, суффикс «ик». Но это лишь одно из многообразных значений суффиксов. Например, суффикс «ист» образует существительное со значением лица по принадлежности к учреждению, профессии, определенному общественному направлению – журналист, баянист. Формообразующие суффиксы служат для образования грамматических форм слов. Примеры представлены на экране и в справочных материалах нашего курса. Ссылка на них есть в описании к этому видео. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для образования форм слов и связи слов в предложении. Окончание не образует новых слов. Окончание изменяется и образует формы одного и того же слова, например, при склонении или спряжении. Окончание изменяет форму слова, но лексическое значение слова остается прежним. С
помощью окончаний слова оформляются в законченную мысль, предложение. Стоит запомнить, что окончание есть только у изменяемых слов. Окончание находится в слове после корня или после суффикса и выражает грамматические признаки той или иной части речи. У именных частей речи окончание выражает род, число, падеж, у глаголов – лицо и число. Например, дорога, окончание «а», единственное число, женский род, именительный падеж. Останавливаешь, окончание «еж», единственное число, второе лицо. Чтобы найти окончание, нужно изменить слово, просклонять для существительных или проспрягать для глаголов. Та часть слова, которая изменяется и будет являться его окончанием. Например, слово «вятка», именительный падеж «вятка», родительный падеж «вятки», дательный «вятке», винительный «вятку», творительный падеж «вяткой», предложный падеж «о вятке». Часть слова без окончания называется основой слова. Чтобы разобрать слово по морфемам, нужно выделить окончание, а затем определить, что входит в основу слова. Давайте попробуем сделать морфемный разбор слова «кировский». План разбора есть в справочных материалах. Определяем, к какой части речи относится анализируемое слово. Выделяем окончание и основу. Для определения окончания слово изменяют, например, по падежам. Изменяемая часть будет являться окончанием, остальная часть слова без окончания – основой. Следует помнить, что все слово может являться основой и не иметь окончания. Например, наречие – неизменяемая часть речи. Определяем, входит ли в основу слова, кроме корня, также приставка и суффикс. Для этого слово сопоставляется с однокоренными словами. Убеждаемся, что выделенные приставки и суффиксы имеются в других словах. Для проверки подбираются аналогичные слова и сравниваются с анализируемым. Обозначаем части слова с помощью графических обозначений. Итак, слово «кировский» – это имя прилагательное, Кировский, Кировского, Кировскому. Окончание в начальной форме слова «и». Основа слова «Кировск». Слово «Кировский» образовано от названия нашего города – Киров. Однокоренные слова «кировчане», «кировчанка» значит корень слова «Киров». Также в слове можно выделить суффикс «sk». В данном случае он обозначает отнесенность к городу Кирову. Например, кировские ребята, кировская колбаса, кировское молоко. А теперь домашнее задание. Выберите 3 слова из темы «Внешность». Здесь на помощь вам придет урок номер 33. И сделайте их морфемный разбор. Публикуйте свои работы в любом формате. Текст, видео, аудио в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.